Привет, друзья! Сегодня 13 апреля, 12 часов дня практически, и почти 40 градусов жары. В 10 было уже 35. Вот, я люблю ходить, гулять здесь вокруг озера. Это находится рядом с моим домом, и я уже, наверное, за 2 года жизни немного адаптировалась к этой жаре, конечно. Хотя вот после 12 уже и до 4 лучше из дома не выходить. Итак, для начала давайте посмотрим, где же находится Солт-Лейк. По карте можно увидеть, что район располагается на востоке от центра Калькутты и включает в себя несколько секторов. Я чаще всего бываю в секторе 5, поскольку живу здесь, совсем близко к самим озерам. Здесь можно сразу увидеть несколько интересных объектов, которые мы как-нибудь отдельно рассмотрим, например, Сити-центр. Здесь же в Google картах можно прочитать, чем славится район. Например, наблюдением за птицами, парками развлечений и классными ресторанами. Многие из этих мест вы сможете увидеть на моем канале. Но сегодня мы прогуляемся по улочкам Солт-Лейка, вот у этих озер, и напоследок позавтракаем в одном из местных кафе. Любое приключение начинается с дорог. Так и путешествие по Калькутте начинается с них. Честно говоря, я не особо люблю индийские дороги. Они очень шумные, загруженные, постоянные пробки и до безумия раздражающие сигналы водителей. А еще и собаки с коровами периодически попадаются на пути. Однако в отдельных районах города достаточно комфортно ездить. Здесь часто можно заметить знаменитые индийские желтые такси. В Ньютауне и Солт-Лейке дороги не такие загруженные, как в центре города, а также очень много зелени, цветов и деревьев. Настоящий тропический рай с пальмами, голубым небом и жарким солнцем. Кстати говоря, эти районы первые по пути с аэропорта, так что если решите совершить путешествие в Калькутту, то в любом случае их проедете. К моему дому одна из самых красивых дорог Солт-Лейка. Она пролегает мимо искусственных озер. Кстати, если хотите увидеть, где я живу, пишите в комментариях. Я люблю эти озера и часто гуляю вокруг них по утрам. Правда, нормальная дорога здесь только с одной стороны, а вокруг скорее тропинки, совсем не предназначенные для пешеходов. Но люди все равно используют их. Вот там слева, кстати, мой дом. С восходом солнца местные рыбаки плавают здесь на своих длинных лодках и рыбачат сетями. Эти озера, в принципе, государственные, предназначены для разведения рыбы, поэтому вода в них поддерживается чистой. Сюда нельзя ничего выбрасывать, хотя в жару здесь часто можно заметить купающуюся ребятню. Люди любят отдыхать здесь и даже молиться. Рядом с озером находится маленький придорожный темпл. А по вечерам здесь просто умопомрачительные закаты. Только посмотрите, насколько красиво. И в небе постоянно пролетают самолеты, так как аэропорт находится довольно близко. На том берегу виднеются высотки с офисами банкиров и программистов, а всего через несколько метров в воде плещется рыба, на которую охотятся местные птицы, а в сезон дождей здесь много стрекоз. А еще здесь практически всегда чисто, по крайней мере чище, чем в других районах города. Здесь постоянно что-то делают, перекладывают плитку, сползшую после тайфуна, или высаживают кустарники, в данном случае жасмин. Дворники работают хоть и на такой жаре не особо активно, но они тут есть. Это вообще часто можно заметить на улице Солт-Лейка. Дворники тут не редкость.
Кстати, давайте пройдемся по местной улочке. Посмотрите, какие здесь милые домики. Они 2- или 3-этажные, всегда с открытой для солнца крышей, а вокруг домов все усажено цветами и деревьями. Кстати, первые этажи здесь часто сдают под офисы. Привет, друзья, это Солт-Лейк. Здесь у нас находится офис, первый сектор, сектор 1. Довольно чисто, уютно, тихо. Люблю такую Калькутту. Ну а теперь самое сладенькое. Давайте вернемся к моим любимым озерам и завернем вот примерно здесь, в одно из классных местных кафе. Это необычное кафе. На самом деле я его помню еще до ремонта. Дело в том, что позади него находится спортивное поле, и молодежь часто устраивает здесь чемпионаты по бейсболу. Ну и кафешка, собственно, обслуживает всю эту многочисленную аудиторию. Однако сюда можно просто прийти покушать. И после ремонта это заведение стало выглядеть классно, а наличие кондиционера радует вдвойне. И тут отличный вид на озеро. Кстати, познакомьтесь с моей племянницей Аратрикой. Она будет часто гостьей моего канала. Мы решили заказать себе по сэндвичу с курицей, холодному кофе и особенно десерт. Кстати, фастфуд здесь, в Индии, очень популярен. И вообще в меню не редкость встретить разные сэндвичи, бургеры, пиццу. Популярна итальянская и китайская кухня, а вот с салатами напряг. Русским салатом здесь называют обыкновенную нарезку из овощей. Кстати, хотели бы вы пройтись со мной по местным ресторанам? Тоже пишите в комментариях. Ну а вот и наш удивительный десерт. На самом деле он обычно гораздо больше парит. Это самый настоящий шоколадный брауни с растекающимся горячим шоколадом и шариком мороженого. Рай для сладкоежек. Вообще, я очень люблю местные кафешки и рестораны, и мне бы хотелось даже сделать отдельную рубрику по ним. Дайте мне знать, если вам тоже интересно. Ну а на сегодня наше приключение заканчивается. В следующих видео я свожу вас в местные парки и торговые центры. Не пропустите, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и спасибо за просмотр.